Приветствую, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. И начнем сегодня выпуск с Сахалина. Юг Сахалина оказался под ударом мощного снежного циклона, который принес с собой рекордное количество осадков. За минувшие сутки в некоторых районах острова выпало более месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в населенном пункте Малькова, где в осадкомер попало 99 мм небесной влаги. Эта цифра составляет 130% от среднемесячной нормы ноября. По сообщениям синоптиков, за предстоящие 24 часа атмосферный вихрь продолжит движение на восток и выйдет своим центром на северные Курилы и юг Камчатского полуострова. Снегопад и метель привели к резкому ухудшению видимости и сложной дорожной обстановке. Министерство транспорта Сахалинской области было вынуждено ввести масштабные ограничения на движение на отрезках автодорог Южно-Сахалинск-Оха с 436 по 576 километр, Арсентьевка-Ильинская с 0 по 30 километр, Невельск-Тамари, аэропорт Шахтерск, а также на участке от Ильинского до Айнского со 171 по 266 километр. Покидая Сахалин, циклон направляется к Камчатке. По прогнозам синоптиков, уже сегодня в регионе, где сейчас наблюдается антициклональное затишье, начнутся обильные снегопады. Самолет, на борту которого находилась официальная делегация министра горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Кальвези и загорелся. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Министр и все члены его делегации успели благополучно эвакуироваться из самолета до того, как он был охвачен пламенем. Примечательно, что делегация прибыла в регион со специальной миссией – расследовать обстоятельства недавней трагедии на крупной шахте в провинции Луалаба. Накануне на руднике произошло обрушение породы и моста, в результате чего погибло более сотни человек. Точное число жертв и масштабы происшествия на шахте стали предметом расследования, для которого и прибыл министр с командой экспертов. Регион Овернь-Рона-Альпы оказался под ударом мощного шторма с проливными дождями, что привело к выходу рек из берегов и локальным наводнениям. Метеорологическое агентство объявило оранжевый уровень опасности для департаментов Дром, Ардеш, Изер, а также Приморских Альп на юго-востоке. В течение 48 часов в некоторых районах Ардеша выпало до 300 мм осадков, что вызвало резкий подъем уровня воды в местных реках. В коммуне Сан-Винсен-де-Баррес пропал без вести мужчина, пытаясь отогнать свой автомобиль подальше от вышедшей из берегов реки Рьюторт. В Валянсе из-за затопления жилого комплекса пришлось эвакуировать 27 жильцов. В Рампане пожарные эвакуировали семью из дома из-за угрозы обрушения его стен. Стихия парализовала транспортное сообщение в ряде районов. В департаменте Приморские Альпы в Минтоне тоннель Паскаля Малинари был затоплен и закрыт для движения. За 20 минут в этом районе выпало 30,4 мм осадков. К понедельнику интенсивность дождей снизилась и оранжевый уровень опасности был отменен, но экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности, продолжая ликвидировать последствия стихии. В результате ДТП, произошедшего в воскресенье в Эквадоре, погибли 22 человека. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту из Амбато в Гуаранду, сорвался с дороги и упал в ущелье глубиной около 300 метров. Инцидент произошел в высокогорном секторе Семиатук в провинции Боливар. Согласно предварительным данным, водитель автобуса потерял управление на опасном участке дороги. Автобус пролетел вниз по склону, перевернувшись несколько раз, прежде чем остановиться на дне ущелья. Сразу после получения сигнала об аварии на место происшествия были направлены многочисленные бригады экстренных служб. Сперва сообщалось о 12 погибших, однако к утру понедельника число жертв возросло. Согласно последней информации, 22 человека погибли, в том числе 9 человек
человек скончались в больнице из-за тяжести полученных травм. Еще минимум 10 человек получили ранения. По данным местных СМИ, общее число пострадавших составляет 24 человека, среди которых есть дети. Власти начали расследование, чтобы установить точные причины трагедии. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Сильные дожди, прошедшие в районе Лас-Вегаса в выходные дни, привели к локальным наводнениям и подтоплениям. В Лас-Вегасе был зафиксирован значительный уровень осадков. Наиболее драматичные кадры наблюдались в районе отеля The Link. Парковка отеля известна тем, что во время сильных ливней там регулярно наблюдается сильное течение воды. Эта особенность связана с тем, что часть территории, на которой расположен отель, ранее была частью канала для отвода ливневых вод. Конструкция парковки предусматривает прохождение воды по нижнему уровню во время внезапных наводнений. Власти и персонал отеля регулярно принимают меры предосторожности, такие как установка заграждений из мешков с песком и перекрытие доступа к первому уровню парковки во время штормовых предупреждений. Вчера рано утром камеры наблюдения астрономической обсерватории Крыма зафиксировали в небе пролет яркого болида. Болид пролетел юго-западнее обсерватории на фоне созвездий Единорога и Большого Пса. Судя по видеокадрам, метеоритное вещество, скорее всего, полностью разрушилось в верхних слоях атмосферы Земли, не достигнув поверхности. Отмечается, что данный болид не имеет отношения к метеорному потоку Леониды, пик которого пришелся на 17-18 ноября, хотя в этот период метеорная активность в целом повышена. Метеорный поток Леониды активен ежегодно в период с 6 по 30 ноября, но его максимум активности приходится именно на эти дни, когда ночью можно увидеть в небе около 10-20 падающих звезд в час. Источником потока является комета 55P Темпеля-Тутля. Когда Земля проходит через след пыли, оставленной кометой, частицы сгорают в атмосфере, создавая эффект падающих звезд. Самые яркие зимние потоки года еще впереди. Это гимениды, пик которых приходится на 14 декабря, и квадрантиды с пиком 3 января. Северо-восточный регион Италии, Фриули, Венеция, Джулия, оказался под ударом экстремальных погодных условий. Проливные дожди, обрушившиеся в ночь с 16 на 17 ноября, вызвали выход рек из берегов, масштабные наводнения и сход оползней. Наиболее драматичная ситуация сложилась в коммуне Кармонс, недалеко от города Гориция. В районе Братсана оползень сошел на жилой дом, полностью разрушив его и повредив еще 2 здания. Пожарным удалось спасти 1 человека из-под завалов. Еще 2 жителей числятся пропавшими без вести. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Ситуация с наводнениями критическая и в других населенных пунктах. Река Торе вышла из берегов в коммуне Романс-Динзонса, затопив улицы и заставив жителей спасаться на крышах своих домов. Власти организовали массовую эвакуацию. Около 300 человек были перемещены во временные убежища, организованные в спортзалах. По данным метеорологов, всего за 6 часов в районе стихийного бедствия выпало 154 мм осадков, что стало причиной внезапного и мощного наводнения. 6 регионов Италии, включая Тоскану, Лигурию и Ломбардию, находятся в состоянии повышенной готовности из-за экстремальных погодных условий. В воскресенье в округе Нагар пакистанской провинции Гилгит-Балтистан сошел крупный оползень. Стихия заблокировала ключевую транспортную артерию Ашкури, что привело к нарушению сообщения с населенным пунктом Барнагар. По предварительным данным, в результате схода грунта пострадавших среди населения нет. На место происшествия направлена дорожная техника для расчистки завалов. Ожидается, что работы по восстановлению дорожного сообщения будут завершены к утру вторника при условии стабильных погодных условий. Этот инцидент стал очередным напоминанием о высокой уязвимости горной инфраструктуры региона к оползням, которые часто происходят в периоды дождей и таяния снегов.
В воскресенье проливные дожди и сильный ветер обрушились на сектор Газа, усугубляя и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию. Для сотен тысяч внутренне перемещенных лиц, ютящихся в импровизированных палаточных лагерях, стихия превратила жизнь в ад, не уступающий аду войны. Жители Газы, уже лишенные базовых условий существования, столкнулись с новым испытанием. Дождевая вода, скапливаясь в низменных районах, задапливает палатки, уничтожая скудное имущество и небольшие запасы продовольствия. Высокие морские волны, вызванные штормом, дополнительно усугубляют ситуацию на прибрежных территориях. Сотни семей остались без крыши над головой, поскольку их временные жилища из брезента и полиэтилена не выдерживают напора воды и ветра. Гуманитарные организации бьют тревогу по поводу ухудшения санитарных условий. Стоячая вода в лагерях становится рассадником болезней, а отсутствие чистой питьевой воды и нормальной канализации создает угрозу эпидемий. Погодные условия также затрудняют доставку и распределение гуманитарной помощи. ООН и партнеры продолжают попытки оказать поддержку, но масштабы разрушений и продолжающиеся военные действия значительно осложняют работу. Сильные и продолжительные дожди привели к обрушению участка национальной автомагистрали А-4076 между Уэльвой и Севильей. В результате размыва грунта образовался огромный провал, который полностью парализовал движение на этом участке. Инцидент произошел в субботу между населенными пунктами Ламина и Эль-Кастильо-де-лас-Гуардас в провинции Севилья. По данным дорожных служб и гражданской гвардии Испании, затяжные ливни насытили почву водой и привели к размыву дорожного полотна. Сотрудники гражданской гвардии и ремонтные бригады быстро оцепили место происшествия, перенаправив движение транспорта. Из-за ремонта трасса будет закрыта на несколько дней, а возможно и на более длительный срок. В воскресенье сильные дожди привели к внезапным наводнениям в городе Заху, расположенном в провинции Дахук иракского Курдистана. Ливни начались после 5 засушливых сезонов. За 12 часов в Заху выпало более 20 миллиметров осадков, в результате чего реки и ручьи вышли из берегов. Мощные потоки воды хлынули по улицам города, затапливая нижние этажи зданий и унося припаркованные автомобили. Также сообщалось, что паводковые воды угрожают древнему мосту Делал. Информации о человеческих жертвах или серьезно пострадавших не поступало, ущерб был ограничен материальными потерями. Ситуация заставила власти региона приостановить занятия в школах и университетах в Дахуке и соседних провинциях. Муниципальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. В воскресенье днем в провинции Западная Ява, недалеко от города Банджао, прошел торнадо. Сообщается, что вихрь прошел через малонаселенную местность, не причинив значительного ущерба постройкам и инфраструктуре. Инцидент произошел на фоне неблагоприятной погодной обстановки в регионе. Власти страны предупреждают о наступлении переходного сезона, длящегося с ноября по апрель, который характеризуется повышенной вероятностью экстремальных погодных явлений, таких как внезапные наводнения, оползни и сильные ветры. Жителям рекомендовано соблюдать осторожность и следить за погодными предупреждениями. Проливные дожди, обрушившиеся на юго-западную иранскую провинцию Илам 16 ноября, вызвали внезапные наводнения и значительные разрушения в городах Дехлоран и Абданан. Стихия привела к перебоям в транспортном сообщении и серьезному материальному ущербу для местных жителей. По сообщениям местных служб гражданской обороны, эпицентром бедствия стал город Абданан, где всего за день выпало около 50 мм осадков. Мощный поток воды хлынул по улицам, затапливая низменные районы. В результате наводнения было повреждено около 40 жилых домов. Вода затопила подворье, что привело к гибели более 70 голов домашней птицы. Сейчас в пострадавших районах работают спасатели. Метеорологи предупреждают о риске новых осадков.
Подземные угольные пожары в Джарии, индийском штате Джарханд, горят уже более века. С 1916 года на месторождении горят угольные пласты, что привело к потере около 37 миллионов тонн угля, а также к значительному проседанию почвы и загрязнению окружающей среды в регионе. Добыча угля в Джаре началась в 1894 году и с тех пор постоянно растет. Сегодня в Джарии действуют 2 крупные подземные шахты и 9 крупных открытых карьеров. В Джаре и близлежащих районах пожары продолжают бушевать под землей в 67 различных зонах. Во многих местах уголь продолжает гореть при температуре до 700 градусов Цельсия на глубине нескольких метров под поверхностью земли, бросая вызов всем усилиям человека по его тушению. По оценкам, пожары уже поглотили около 37 миллионов тонн угля. Еще 2 миллиарда тонн угля стали недоступными, что привело к убыткам в размере 220 миллиардов долларов. Ядовитые газы выбрасываются в атмосферу в виде дыма, постоянно поднимающегося из-под земли. Однако за экологическими катастрофами скрывается суровая повседневная жизнь шахтеров Джарии, которые живут и трудятся среди непрекращающегося пламени. Усилия правительства по тушению векового пожара не увенчались успехом. В 2009 году был запущен план восстановления и развития Джарии для переселения семей. Почти 100 тысяч семей продолжают жить на землях, признанных опасными из-за подземных пожаров. Переселить в безопасные районы смогли лишь 4 тысячи семей. В ночь на субботу жители самого северного города Китая, Махэ, стали свидетелями впечатляющего и яркого атмосферного явления – появления световых столбов в небе. Это оптический эффект, который чаще всего наблюдается в холодное время года. Световые столбы представляют собой вертикальные полосы света, тянущиеся вверх от ярких наземных источников или от естественных источников света, таких как низко расположенное Солнце или Луна. Эффект возникает, когда свет отражается от поверхностей или граней мельчайших плоских шестиугольных кристаллов льда, взвешенных в воздухе. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.